Приветствую вас на канале Техревизор. Рейтинг для тех, кто подыскивает цифровую метеостанцию с термометром, гидрометром, барометром и так далее. Собрал 5 лучших метеостанций на 2024 год с разными датчиками, опциями, возможностями и экранами. Есть недорогие, с простым функционалом и минимальными способностями. И есть варианты пожирнее, за большее количество денег, где уже и несколько выносных датчиков, и повышенная точность измерения, и прогноз погоды с отображением фаз Луны, и все вот это. И если заинтересует какая-то конкретная модель, вы можете перейти по ссылке в описании и глянуть цену, отзывы, а там уже решать, заказывать или нет. В общем, давайте сейчас как можно подробнее расскажу про каждую позицию, а перед этим прошу только поставить лайк и подписаться на канал. Начинаем с метеостанции Xiaomi MHO C201CN. Полное название у нее длинное, поэтому произносить не буду. Вкратце, это самый простейший датчик температуры и влажности за небольшие деньги без вообще каких-либо наворотов. Но мне очень понравилась его реализация в деталях. Во-первых, e-ink-экран на основе электронных чернил, которого нет больше ни у кого в этом рейтинге. Что-то похожее на электронные книги. Если вы когда-то имели дело с ними, то поймете. По сравнению с обычным монохромным ЖК-дисплеем, такой экран не бликует и отлично просматривается с любого угла. То есть посмотреть информацию нам очень просто даже с другого конца комнаты. Тут же отмечу и экономичность потребления энергии. Конечно, экранчик и сам по себе маленький, но за счет электронных чернил батарейку придется менять разве что раз в год. При этом и опции тут по минимуму. На экран выводятся данные по температуре и влажности. Ну и еще мордочка с 6 эмоциями, которая как бы дает совет. Нужно повысить влажность, повысить температуру в комнате и так далее. Подробнее о ней можете почитать в инструкции. По сути, штука бесполезная. По крайней мере, без возможности интеграции в умный дом. Эта метеостанция не поддерживает Bluetooth и My Home, поэтому она работает абстрагированно. Но если вы искали такую, чтобы подключить к системе умного дома, могу посоветовать Xiaomi Mi Bluetooth. Тут вам и Bluetooth, и My Home с возможностью настроить систему умного дома. Только конкретно у него экран немного попроще. Монохромный ЖК. Но в целом проблем с этим нет. По Xiaomi Miao Miao смогу отметить точность измерений. Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 60 градусов Цельсия, влажность от 0 до 100%. Вообще, первые партии, конечно, страдали, показывая температуру и влажность с отклонением процентов на 10-20, но уже современные партии доработали в этом плане. Да, и датчик внутри стоит хороший, поэтому теперь показатели приходят точные, даже в сравнении с другими, более дорогими приборами. На 4-м месте Leeuwenhoek Discovery Report WA10. Это уже более навороченная метеостанция с некоторыми приколами. Тут, как видите, в первую очередь нужно сказать о внешней части. Увеличенный экран, куча дополнительной информации на нем, сенсорные кнопки. Прибор выглядит посерьезнее, но и цена, конечно, выше. Xiaomi не сравнится. Экран только самый простой, монохромный ЖК, поэтому он не под каждым углом просматривается, да и от солнца бликует. Нужно будет подбирать ему наиболее удачное расположение. Понравилось, что тут в комплекте идет внешний беспроводной датчик. Его можно повесить, например, на улице, в теплице или в кладовке, где вам нужно в общем. Желательно только, чтобы не дальше 50-70 метров от главного устройства, а то между ними хоть и заявлена связь до 100 метров, но для правильной работы лучше не переборщить. И будет этот датчик измерять температуру да влажность, передавать на основной дисплей метеостанции. Давайте как раз посмотрим, что это за куча цифр на экране. Во-первых, базовые показатели по температуре и влажности. Тут они измеряются в диапазоне от минус 10 до плюс 50 градусов, а влажность от 0 до 99%. Сам датчик с улицы определяет диапазон температуры от минус 40 и до 70 градусов. Помимо них выводится время, фазы Луны и прогноз погоды. Кстати, штука довольно точная. Составляет прогноз на основе своих данных, тем более с внешним датчиком. Плюс тут еще есть календарь и возможность поставить будильник. В целом, довольно функциональное устройство получается, особенно по сравнению с простыми гидрометрами за 500 рублей. Но Leeuwenhoek и стоит подороже. На 3-е место я поставил Kitford KT3321. Для тех, кому нужно как можно больше датчиков прямо из коробки. При этом тут вообще нет переплаты, если сравнивать с прошлым Leeuwenhoek'ом.
В комплекте идут сразу 3 беспроводных датчика, работающих на батарейках. Кстати, в плане питания тоже заморочек никаких. Максимум раз в год батарейки поменять, и все. Но не суть. Сам факт, что здесь вам не придется запариваться и отдельно докупать датчики, как-то их коннектить. С Китфортом все проще. Купил, поставил и подключил во все места, куда нужно. Все-таки, если говорить о доме в ПГТ или в деревне, место всегда найдется. Да и сигнал достаточно сильный, чтобы проходить даже через несколько стен. Показания по каждому датчику выводятся на экран. В помещении датчик температуры измеряет от 0 до 50 градусов. Внешние датчики от минус 40 и до 70, то есть с запасом. Влажность идет от 20 до 99%. Не самый шикарный диапазон. Но главное, что погрешность измерений тут минимальная. По сравнению с другими устройствами на тесте температура колеблется примерно на 0,2 градуса, влажность примерно на 0,5%. На их основе Китфорт строит и прогноз погоды на ближайшие сутки. Так что этой метеостанции тоже можно доверять. Единственный нюанс – дисплей. Да, он тут красивый, цветастый, показывает дату, время, будильник можно включить, но его углы обзора реально не задались. Регулируется только яркость, есть 3 уровня. Само собой, никаких тонких настроек для исправления ситуации нет, поэтому тут тоже надо будет подобрать удачное размещение, чтобы было как можно удобнее следить за ситуацией. На второе место я поставил Lacrosse WS6825. Это самая дорогая метеостанция во всем рейтинге, хотя внешне не скажешь, что она как-то капитально отличается от того же Левенгука с ценником в 2 раза ниже, но у нее есть свои индивидуальные фишки. Например, тот же USB-порт. В него можно подключить телефон на зарядку или еще чего. Конечно, дома и розеткой можно воспользоваться, но USB никогда не бывает лишним. Из околопрофессиональных параметров эта метеостанция отображает точку росы и индекс жары. Первое, например, актуально для производственных процессов, где важно следить за концентрацией влаги. Или, например, строителям при утеплении стен тоже нужно учитывать этот показатель. Индекс жары – это, грубо говоря, как вы в прогнозе погоды смотрите на параметр «температура ощущается как». Тут, думаю, объяснять ничего не нужно. При этом, если вам ничего этого не нужно, то и переплата за эти опции не имеет смысла, потому что по итогу вы получите обычную метеостанцию, но за большие деньги. Для обычного пользователя из полезного тут есть один выносной датчик и внутренний термометр с гидрометром. Температура помещения измеряется в диапазоне от 0 до плюс 50 градусов, вне помещения от минус 40 до плюс 60. Влажность показывает в диапазоне с 10 до 99%. Метеостанция отрабатывает точно. Расхождения в сравнении с другими приборами минимальны. Все-таки прибор хороший, дорогой, знающими людьми используется, поэтому сомнений в нем нет. В остальном же Lacrosse показывает прогноз погоды, имеет на борту календарь, часы, будильник и фазу Луны. В общем, тоже не заскучаешь. Первое место я решил отдать BVI Tech BV621. Вот эта метеостанция для народа без лишних параметров и переплаты за них. Поэтому, если вы ищете что-то себе домой, на дачу, в деревню и так далее, с хорошим функционалом и точными показаниями, то помимо Китфорта и Левенгука могу посоветовать рассмотреть еще и BVI Tech. Тут все просто и понятно. В комплекте идет один беспроводной датчик, куда вам нужно. Если мало, можно докупить еще, не забываем. Но для большинства кому-то нужно выставить лишь один датчик за окно, и этого достаточно. Он ловит максимум в метрах 30-50 от метеостанции, а там уже погреб, теплица, детская комната или еще что индивидуально для каждого. На экран по стандарту выводится температура, влажность, часы, прогноз погоды. Когда стоит время на срабатывание будильника, еще и будильник. То есть весь необходимый функционал тут есть, ничего лишнего. Датчики сами по себе точные, никто не жаловался на какие-то серьезные расхождения в 10%. Базово можно увидеть отличия в пару десятых по температуре и, может быть, меньше процента по влаге. Но базово все показывает точно, на эти данные, в том числе прогноз погоды, можно опираться. Единственное, от прошлых моделей эта метеостанция отличается немного экраном. Да, он цветной, но построен на полноценной VA-матрице. То есть тут у нас и цвета поприятнее глазу, и углы обзора получше, поэтому не придется особо мудрить с расположением. Впрочем, если сложить датчики, точность их работы, функционал, дисплей и ценник, получается отлично сбалансированная метеостанция для дома, за что я и ставлю ее на первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.